Всем огромный привет! Сначала я буду делать розы вот такой вот насадкой, средняя роза. Отсаживаю небольшую кремовую шапочку. И сейчас закручиваю верхушку небольшую. И начинаю отсаживать лепестки. Сначала буду делать цветы и отсаживать их на досточку, а потом уже аккуратно их выложу на торт. Цветы у меня из белков заварного крема. Ссылку на крем оставлю в описании под видео. Сначала делаю розочку побольше, смотрю, сколько мне нужно лепестков добавить. Вот такая вот розочка получилась. Серединку розочки хочу окрасить аэрографом зеленым цветом. Вот такая розочка получается. И буду делать еще таких несколько роз. Аккуратно ножницами беру розочку и отсаживаю, помогая зубочисткой на досточку. Столько много розочек я уже наделала. Сейчас я буду делать лилии. Любой круглой, либо насадкой звездочка отсаживаю такую подушечку. Самое главное оставлять серединку пустой. Насадкой широкая лилия. Выдавливаю крем и отсаживаю такие вот лепестки широкие. Выдавливаю крем и тяну в сторону. Такая основа для лилии у меня получилась. И опять аэрографом закрашиваю серединку лепестков зеленым цветом. Посмотрите, какая нежная серединка получилась. Такой цвет очень красивый. И сейчас в серединках лепестков делаю маленькие точечки коричневым красителем. Просто добавила совсем немножко в краситель воды. Конечно, на такую кропотливую работу уходит очень много времени, но этого стоит. Лилии потом смотрятся как настоящие, как живые. И сейчас мне осталось сделать тычинки. Тычинки я делаю с мармеладных таких вот конфет. Я их просто разрезала. И вставляю по 5 штучек. Ну, это уже смотрите сами, сколько хотите, столько можете добавить тычинок. И сейчас тем же самым коричневым красителем окрашиваю тычинки. Можно, конечно, окрасить крем в коричневый цвет и отсадить маленькие капельки. Вообще будет смотреться очень красиво. Ну, так как я захотела попробовать сделать такие тычинки. Вот такая лилия у меня получилась. Смотрите, она такая очень красивая, как живая. Смотрится очень шикарно. Отсаживаю небольшую кремовую подушечку, чтобы у нас лепестки не касались досточки.
Потом ее будет очень хорошо, удобно снимать и выкладывать на торт. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такая лилия. Я просто вот обожаю делать эти лилии. Они самые такие красивые цветы для меня. Мне очень нравятся. А как вам такие цветы? Сейчас я вот такой вот насадкой хризантемы сделаю хризантемы. Отсадила небольшую такую кремовую шапочку и начинаю отсаживать лепестки. Сразу видите, тяну их, накладываю один на другой, тяну к серединке сначала и затем ряд за рядом тяну их вверх. И тут уже в зависимости от количества лепестков можно регулировать, какая хризантемка получится. Поменьше, меньше лепестков, и больше она будет такая широкая, пышная хризантема. Если не получается лепесток, просто его убираю и отсаживаю следующий. Вот такая хризантемка получилась. Для нее я также отсаживаю кремовую подушечку.
Цветы я уже сделала. И сейчас я окрашиваю аэрографом зеленым цветом верх и низ боковых сторон торта. Сравнивала белковым заварным кремом. Наверх торта добавлю крем, чтобы можно было выложить красиво цветы. Кондитерский мешок внутри я окрасила зеленым цветом кисточкой. И вот такой вот у меня яркий зеленый цвет. Красила крем моей маленькой круглой насадкой вот такой. Буду украшать низ торта. По низу торта просто отсаживаю такую вот как бы паутинку и тяну ее. Вот можно волнообразными движениями. Будет смотреться очень красиво. И даже, смотрите, виден этот переход из светло-зеленого в темный. Хочу сделать как бы такое плетение, и поэтому буду делать несколько раз, проводить вот такую вот полосочку. И сверху добавлю такой вот узор, как будто будет маленькая, как травка. И затем еще добавлю еще пупышки, сюда будет смотреться очень красиво. И листочки, и будет очень много зелени. Самой маленькой насадкой розы отсажу бутончики роз маленькие сделаю. Просто отсаживаю как будто бы лепесток один и рядышком второй. И третьим закрываю, как будто, смотрите, как маленькие бутончики роз получается. Отсаживаю по низу торта и сверху добавлю несколько бутончиков. Такой вот большой круглой насадкой отсажу пупышки, сделаю вот такие небольшие. Просто отсаживаю крем и тяну его немножко вверх.
И сейчас мне нужна средняя насадка круглая. Я розовым кремом буду вот в эти пупушечки вставляю насадку и выдавливаю крем. И такое чувство, что видите, как будто бы совсем-совсем маленькие розочки, и они вот должны вот совсем уже скоро распуститься. Смотрится очень красиво. Насадкой широкий листок отсажу листья. Вот такой вот нежный цветочный торт у меня получился. Мне очень нравятся такие лилии. Обожаю делать цветочные торты. Как вам такой тортик? Обязательно пишите в комментариях под видео. Желаю вам всего самого-самого доброго. С вами была я, ваша Наташа. Всем пока-пока.